Всем привет! Сегодня у нас будет необычный формат видео. У меня будет одновременно и ответка, и разоблачение, где я разберу все по полочкам. Итак, я хочу сказать, что в этой части я буду разбирать видео своего друга Матвея. Приступим. Разговорное видео. Никита ждал его, и я сделал. Хочу обсудить кое-что важное. Он начал слишком возвышать себя, говорить, что он адекватнее и серьезнее всех в своем кругу. Я когда-то говорил, что адекватнее и серьезнее всех в своем кругу, вот это да... Видео сразу же началось с мини-комка Лысера. Что ж, если я это говорю, то почему не вставил хотя бы переписку? Или же такого не было? Хотя если смотреть на это со стороны, он все еще тот самый пацан из того самого приложения. Из какого приложения? Зрители не поймут, объясняй нормально. Он сам попросил снять это видео, так что пусть не делает вид, будто не было такого. Изначально это должно было быть просто шуткой от меня и Гибрили. Но расскажу, как все вышло. Я просто не могу промолчать. Начнем сначала. Вчера, 11 июня вечером, я общался с Гибрили. Мне пришла идея сделать новое фото группы для Никиты. Гибрили сказал, что просто написать «поставь» не выйдет. Надо уговорить. Я попробовал. Сказал, что уже 3 хотят смены фото. Он сразу спросил, кто эти 3? Ты и 2 воображаемых друга? Я ответил, Санжар и Гибрили. Потом еще и Борли согласился. Но Никита сказал, что мы с Гибрили оба ебланы, кроме Санжара. С утра. Вот так. Что ж, давай разберу с тобой эту вторую провальную часть. Во-первых, я начну с того, что ты не имеешь права уговаривать меня делать какие-то действия, особенно когда мне это не нравится. Ты буквально делал это, блядь, через силу, когда тебе в голову пришел этот нонсенс. Высрать аудио за 15 минут с криво вырезанными JPEG-картинками и начать заставлять меня поставить его на аудио сервера. Да, я сейчас на полном серьезе говорю, что ты заставлял меня это делать, и ты буквально срался со мной из-за этой авы на протяжении всего дня, когда я хотел нормально отдохнуть. Тебе настолько понравилась твоя ава, что ты даже поставил ее на превью. Очень удивительно. И да, насчет того, что я называл Светланой. Я сказал это не про аву, как ты думаешь, а про то, что вы с Петрили решили шутку замутить на меня разговорное видео. Как думаешь, какая у меня должна была быть реакция на очередной ваш несмешной и тупой высер, когда я уже был на пределе из-за ваших шуток и вот-вот готов был сорваться? Я сорвался. Молодцы, добились своего. Потом, 12 июня вечером, мы начали спорить, чье фото группы лучше. Он несколько раз написал, что моя работа рядом не стоит с его аватаркой. Что мое фото где-то на помойке делалось. Что мы должны сравнить наше убожество с его шедевром. Он же делал ее не абы как. Он старался, зашел в приложение, подобрал фон и персонажа своими руками. Рендерил больше 30 минут. Бедняжка. Я, если честно, даже немного проникся. 30 минут в приложении – это серьезно. Ну а я, значит, сделал кривые, вырезанные картинки с фотопрофилей участников сервера. Ебать, а вот тут ты прям слово в слово рассказываешь. Нихуя себе. Ты, видимо, настолько обиделся, что запомнил каждое мое слово. Ладно, давай разберем твой третий провал. Во-первых, я говорил, что создавал персонажа более 30 минут, а не рендерил картинку столько же. Давай посчитаем минуты. Чтобы подобрать фон, у меня ушло где-то 5 минут. Чтобы сделать персонажа, у меня ушло где-то 45 минут. Так как я зашел в мастерскую SFM и скачал там модельку мейла. Затем я соединил туловище мейла в деловом костюме и своего обычного, лицо которого ты видишь на экране. Затем я начал рендерить, на это ушло еще 15 минут. Итого у нас получается 1 час и 5 минут. Это же, блять, намного больше, чем GoPro, сделанное целых 15 минут. Давай посчитаем уже минут твоей авы. Фон ты просто скачал, это 2 минуты. Сделал скрин участников группы, это минута. Затем криво вырезал аву участников и поставил их на фон, это 12 минут. Тут и получается эти самые 15 минут. Если не веришь, то давай я попробую сам тебе сделать аву в твоем стиле. Ты убедишься. Назвал меня тупым, не извинился и позвал играть в игру. Потом обиделся, написал, что «Хорошо, потом иди плачь Гибрили, что я стал слишком серьезным и не играю с тобой». Назвал тупым и не извинился. Бля, слушай, если ты настолько обижен, то я тебе напомню, что и ты меня тоже оскорблял. На скринах это видно.
И что, мне теперь надо требовать извинения от тебя или что? Бля, ну это пиздец. Ты, походу, действительно обкурился. Насчет того, что я позвал тебя поиграть, ты же сам на уме, что я стал слишком серьезным. Вот я и предложил тебе тогда поиграть, но ты отказался. И, кстати, не пытайся придумать аргумент, что какой у тебя должна была быть реакция на мое предложение, когда я тебя оскорбил и так далее. Ты ведь потом сам согласился, чтобы я зашел к тебе и Санжару Brawl Stars. Он написал, что очень рад быть серьезным. И хотя несколько месяцев назад ныл мне, почему я его не зову играть, даже когда у него дела. Теперь он серьезный. Несколько месяцев назад это сколько? 9? Окей. Вечером снова поспорили. У кого большинство фото на группе с одним персонажем, а у кого с толпой. Снова написал, что я жадный. Я завидую. Самое умное, что он мог придумать, это что ревную его к Борли. Это пиздец. Блять, да что ты нахуй несешь? Где я писал, что ты жадный? Пиздец, ты точно обкуренный. Хотелось бы упомянуть насчет Борли. Ты правда ревнуешь? Цитирую твои слова. Мне твое первое место нахуй не нужно, если что. Если что. Блять, ты понимаешь, что даже ежу будет понятно, что ты тут ревнуешь. Твое скромное «если что» говорит само за себя. Очевиднейший признак, тут ты проебался. И что хочу быть на первом месте лучшего друга. Я это слышу уже не в первый раз, если что. Вспомним кое-что. Когда-то давно я донатил себе робуксы, кажется 200, может больше, и отдал их ему. Да, он тоже покупал мне на дне рождения, и не только. Я не веду счет, просто говорю, если надо, отдам. И когда ты говоришь, что я завидую, чему именно? Каким первым и вторым местам? Если у тебя друзья распределяются по местам, они тебе не друзья. Есть просто лучшие друзья. Мерить ими это по-уебански. Ну да, Матвей, мерить их по местам по-уебански. Слушай, ты же сам меришь друзей по местам. Помнишь, однажды ты мне говорил, что Арген у тебя был на первом месте, а спустя год уже сказал, что я теперь на первом месте. Делай выводы. Ты просил помочь очистить компьютер от мусора. Я сказал, что знаю только папки и места, откуда надо удалить. Ты начал ныть, что ничего не изменилось. Знаешь почему? Потому что твои приложения столько весят. Я тут ни при чем. Пиздец, ты, оказывается, обиженный челик. Ты даже вспомнил это, хотя тот диск вообще сейчас ни при чем, когда у нас такая тема. Ну, блин, смотри, я попросил тебя очистить диск только потому, что я надеялся, что ты сможешь мне помочь. Раньше помогал мне так, что у меня из 5 гигабайт свободного места появлялось сразу 19. При этом мы не удаляли никакие приложения. Тебе просто на тот момент было впадло помочь мне так же, как и раньше, хотя там делал буквально 20 минут времени. Видимо, зря я на тебя надеялся тогда. Мне жалко Никиту, но только по одной причине. Он живет в мире, где то самое приложение до сих пор существует. Все старые ссоры он помнит как Вторую мировую. Рассказывает с таким энтузиазмом, будто все это было в реальной жизни. Вот примерно так это звучит. Мы, величайшие Бенди и Никита, начали сопротивляться от наших врагов, Жони. Но они нас как-то взломали, как-то еще админку без какой-либо роли себе выдали. Ух ты, как это они проделали? Не знаю. Но их выгнали, а потом они вернулись, но еще сильнее. Дальше этот Джонни без каких-либо ролей удалил наш клан. Он относится к этому клану как к чему-то сверхъестественному, как будто пережил что-то настоящее, а не переписку. Да, я тоже не идеальный. У меня есть свои тараканы, иногда туплю. Но я хотя бы не живу в мире, где переписка превращается в виртуальную реальность. Я потерял контакт одного друга. Попросил другого помочь найти его. Когда всплыли старые переписки в голове, понял, зря разыскивал. Ну, блядь, просто пиздец. Еще одна твоя провальная часть. Ты даже не додумался своим орешком перечитать наши переписки в Дискорде и понять, о чем там идет речь. Ты говоришь, что меня взломал Жони, хотя на самом деле это сделал читер. Но потом кто-то из нашей группы кинул ему жалобу, после чего он отлетел. Только потом, спустя год, он вернулся со своей сестрой. Они удалили мою третью группу, а потом снова отлетели. Интересно, с каким энтузиазмом я это рассказываю, когда в моей речи даже ничего феерического и нет. Слушай, а давай я тебе напомню кое-что. Ты как раз таки и живешь в своих мирах. Помнишь, ты мне в личных сообщениях рассказывал, что ты перед сном лежишь на кровати и представляешь свой мир с одним человеком, где у тебя есть семья, дети и счастье. Затем ты просыпаешься и понимаешь, что твоя жизнь слишком скучная. Говоришь, что ты буквально родился в этом доме и живешь тут.
Жаль, тут только тебя Матвей, а не меня. Сегодня Гибрили скинул в группу Никиты чат, где в голосовом чате сидели несколько людей. Никита захотел зарейдить их. Я сначала согласился. Потом стало жаль тех детей. Я задумался, кто они нам, что они сделали. Но Никита уже написал всем тексты и начал засекать 10 минут со словами: «Готовьтесь рейдить!» Я написал ему: «Ты что, еблан, зачем? Они же дети, ни в чем не виновные люди». Он сказал: «Не хочешь, не участвуй». У него был план, одни спамят, а он прикидывается невиновным. В итоге он все-таки отменил рейд. Ему тоже стало их жалко после того, как они поговорили и поиграли. Единственный респект за это. Но двое из группы все равно вышли, назвав его предателем. Перед тем, как один вышел из чата, он сказал Никите: «У тебя и так много друзей, но нет, тебе надо еще». А Никита ответил, что тот завидует. Странно, как все ему завидуют. Может потому, что завидовать особо нечему. Еще одна провальная часть. Ну смотри, ты сам говоришь в видео, что отказался от рейда, оставляя меня варваром, как будто все остальные принимали участие, кроме тебя. Я тебе напомню, что ты сам принимал участие в этом рейде. Не переживай, разобщение мы дойдем до этой части и разберем твой крупный обсер по поводу текста. Насчет самого рейда я отказался по той причине, что мне стало жалко этих детей, поэтому рейд был отменен. Но Гибрили решил сделать иначе, зайти с твинка и написать текст, когда рейд уже был отменен. Я начал просить бана его твинка, так как рейд был отменен и мне не нравилось это. Затем Гибрили решил меня поставить, рассказав всему серверу, какие именно текста еще должны были быть, кому они принадлежат. А затем, после того, как все закончилось, он написал мне, что у меня много друзей, куда мне еще. Но разве это не зависть? Человек хотел поставить меня, чтобы я не смог подружиться с новой компанией. Ладно, идем дальше. Позже, ближе к ночи 12 июня, он написал мне на второй аккаунт: «Не забудь выйти из группы Лейтера». Я говорю: «Тебе какое дело? Ты не решаешь, выходить мне или нет. Это не твоя группа». Он принял это, но с условием, чтобы я не заходил к Лейтеру в голосовой чат, когда там будет Никита. Я написал ему: «Ты не прихуел? Мне как-то похуй, когда заходить. Но мне не будет какой-то новичок в этой группе писать, что не делай это, а делай то». Я захожу в голосовой чат не к Никите, а к Лейтеру. Это Никиты не касается. Ну, наконец-то часть с правдой. А знаешь, почему я тебе так написал? Да потому что ты любишь после ссор блокировать всех со всех соцсетей. И выходить даже из тех групп, где я даже не являюсь владельцем. Вот, этот раз ты не вышел, поэтому меня это и удивило. Итак, переходим к следующей части. Разоблачение. В этой части будет подробный разбор скриншотов и разоблачения Матвея, где я покажу и докажу его несколько отрицательных качеств, а именно манипуляция, лицемерие, навязчивость и обман. Приступим к разбору скриншотов и насчет его ауры. Во-первых, Матвей, ты так сильно хотел, чтобы эта хуйня стояла на аве сервера и вообще где только возможно, что запихнул ее даже на превью, буквально тыкая мне аву в глаза. На скринах видно, что ты бежишь. А ты старался ли, Никита, над своей авой? Я старался, например. Я напоминаю, что на мою аву у меня ушел 1 час 5 минут примерно, а у тебя 15. За эти 15 минут ты даже не смог вырезать нормально наши авы, тем самым позоря фотку сериала своим калищем. Тебе было настолько поебать на мое мнение, что ты даже забыл о том, что я являюсь владельцем этого сервера, и начал тыкать мне свою аву, говоря, что якобы нет причин ее не ставить. Буквально заставлял меня ее ставить, закрывая глаза на мой отказ. На скринах видно, как я говорю, что не по мне аву, потому что это моя эпоха. Это застрало так, хотя у тебя эпоха гораздо хуже моей. Давай я тебе напомню про твою ебучую эпоху. На скринах видно, ты говоришь, что у тебя была интернет-подруга, которая тебе понравилась еще в году так 19-м, когда тебе было 10 лет. Но это было не взаимно, и она старалась остерегаться тебя. У нее был ник... как это прочитать? Короче, просто ебучий набор символов на клавиатуре, как будто отец по ним писал. В прошлом году ты ставил аву с персонажем Сакута, и занимая этот глупый скрин поменяет мечту девочки-зайки. Причем несколько из них были парнями. Вот и вся твоя эпоха, где ты просто поставил аву из аниме и ником с набором символов. С таким профилем ты еще и пытался найти себе какую-то интернет-девушку, одной из которых ты даже признался в любви, хотя общался с ней где-то неделю.
Да, представляю, что ты думал в этот момент. Эй, я Матвей Пубертатник! Мне срочно нужно найти интернет-девушку, чтобы виртуально выебать ее в пизденку. Это моя эпоха. Да, это, конечно, пиздец, ничего сказать не могу. Зато мою аву ты обосрал и меня заодно, назвав меня тупым и даже не извинился. И все это из-за сигарет. Ладно, с Авой пока что разобрались, теперь переходим к рейду. В этой части поступил максимально мерзко, обманув как и друзей, так и зрителей, лишь бы переначить ситуацию и выдать себя в ней самым правильным. Смотри, ты кое-что мне рассказал, почему ты видео не упомянул своего участия в рейде? Искренне видно, что у тебя тоже был текст оскорблений детей, который ты написал сам, а не я тебе. На него ты ответил еще правильно. Что ж, молодец, ты сделал только хуже, хотя просто достаточно было признаться, что ты сам принимал участие в рейде. Также, что касается насчет самого рейда, ты говоришь в видео, что я думаю, что Гибрилис завидует мне, что у меня много друзей. Но смотри, почему же я так решил? Во-первых, когда ты и я отказались от рейда, то уже не было смысла его проводить, но Гибрилис сделал по-своему. Когда рейд уже был отменен, он с пинка начал оскорблять детей, используя мои текста. Я пытался остановить его, потому что мне стало жалко этих детей, так как я с ними уже пообщался и поиграл. Затем, когда он понял, что запахло жареным, сразу же начал подставлять меня перед сервером, добиваясь не только моего бана, но еще и всех остальных, кто принимал участие в рейде. Затем, после того, как ситуация стала более-менее нормальной, то я поговорил в личке с Тамиком и извинился за провальный рейд, а затем мы и вовсе помирились. С рейдом все, переходим к финальной части про шуточное разговорное видео, которое потом переросло в настоящее. Погнали! Недавно вы решили пошутить про шуточное разговорное видео. Признаюсь, это было так тупо, что я даже поймал несколько фейспалмов за экраном. Как думаешь, почему же я оскорбил вас своих ебланами, а Санжар нормально? Да потому что так и есть. Недавно Гибрилли решил подшутить над Санжаром, сказав, что он якобы взломал его аккаунт и зашел на него. Санжар сначала поверил, поэтому подался и начал оскорблять Гибрилли. Затем Санжар понял, что это была тупая шутка и не было никакого взлома. Даже если Санжар подался, то он толкнул максимальную базу. Я буквально почти не вижу мест, где он там был неправ. А Гибрилли же, как последний обиженный чел, сразу разнылся и побежал рассказывать это Матвею и мне. Он написал так: Никита даже не знает, как Санжар оскорбил меня несколько дней назад. Ты же сказал, что я неадекватно, рассчитаю, что Санжар все правильно сказал про него. Блять, а как же ему надо было нахуй отвечать? Терпеть и съесть? Был бы ты на месте Санжара, ответил бы примерно так же, как и он, так что Санжар прав. Кстати, хотелось бы добавить несколько своих слов по поводу АВ. Когда Матвей меня заставлял ставить его говноаву, то он мне сказал вот что: если ты не поставишь ее, то это значит, что ты не уважаешь участников своего сервера. Пиздец, я так охуел с этого тейка, что чуть со стула не упал. Кажется, что такой человек, как он, придумает любой высер, лишь бы пытаться выйти сухим из воды. Но он совершенно не думает, что именно усирает, поэтому срет себе в штаны, хотя его цель — срать в штаны другим. Тут у нас и завязался спор о том, чьих ав большинство и меньшинство. Матвей думает, что я должен всех 30 участников на одну аву уместить или что? Я не понимаю его тупую логику, это же просто пиздец сумасшедшего. Итак, переходим к следующей части. Заключение. Что ж, я думаю, что если выйдет ответка Матвея на мое разоблачение, то скорее всего я ее разбирать не буду. Шанс есть, конечно, но очень маленький, примерно 10%. Почему же не буду? А потому что я чувствую, что там будут настолько каловые и высранные из жопы аргументы, и в стиле, кстати, что конфликт сразу деградирует до разборок уровня детского сада или чего-то подобного. На этом я сказал все. Всем спасибо за просмотр и пока.